Доброго времени суток. В предыдущем видео мы установили Android Studio, а сегодня мы настроим в ней мобилку. Причем я надеюсь, что через искусственный интеллект настроим. Тут я просто наклацаю стандарт, дальше. И дальше я постараюсь через Command Line интерфейс натыкать, чтобы мобилка создалась. Запускаю клауды. Можешь ли создать виртуальную мобилку в Android Studio? Пусть пока он думает. Или даже распараллелим наш экран на несколько процессов. Так, это не здесь. Здесь финиш. И новый проект. Ну, создавать новый проект нет смысла, пока у нас нету мобилки. То есть это мы делаем не разработку какую-нибудь там хитрую на родном языке Kotlin для Android, а просто пытаемся тестировать работоспособность. Так, Android SDK. Ну, подтверждает, что через командную строку тоже можно. Это как раз то, что нам нужно. А как вообще добавляется? Там просто надо плюсиком нажать. Плюсик, выбираем модель телефона, какую версию Android и все остальное. Но я хочу создать это все через командную строку. SDK установлен, но нет System Image и CMD Line Tools. Без этого AVD не создать. Нужно доустановить через Android Studio. Что нужно? Откроем Android Studio, Tools, SDK Manager. Так. SDK Manager. Вкладка SDK Platforms. Отметь Android 14 или 15. Уже есть Android 16. Ну, давайте будем надиктовывать по старой доброй традиции. А дальше ты можешь подхватить и на своей стороне все уже создать. Я тестирую все, что есть и чего нету, чтобы зря меня не гонять, создавать какие-то окружения и тыкать в интерфейсе. Ну, то есть, да, действительно, он может все. Вот это меня зря гоняет. Ну, умный искусственный интеллект не хочет работать, поручает работу нам. Так, разрешить все действия. Двоечка. Да. Бывает такое, что двойку нажимаю, разрешить все, потом двойка это отменить. И вслепую нельзя тыкнуть в двойку.
Это, конечно, ну, мне кажется, user experience может быть лучше, то есть отменить всегда троечка, там, допустим, одобрить это всегда единица, а одобрить всегда это двойка или пусто. То есть, когда клацаешь двойку, чтобы случайно не отменить. Потому что на одной и той же кнопке горячей клавиши одновременно всегда одобрить и отменить, но это как-то для меня лично не очень правильно. Так, я вижу, что... Вот почему мне нравится все-таки Command Line Cloud Code, а не тот, который я в десктопе, потому что я вижу, что он уже устанавливает нам виртуальную машину, виртуальную мобилку. А там бы у меня была просто строчечка, что какой-то процесс происходит, и что-то он делает, что-то думает. Здесь все-таки поинтереснее, больше информации. Да, я как нахожусь в этом процессе, то есть там нажимаю «да». Так, и вначале эмуляция создается, а потом эмуляцию нужно запустить. И фактически у нас здесь появится такое вот мобильное устройство. Так что критерием успешности и тестом успешности мы сейчас первое это попросим запустить, а второе попробуем там показать наше мобильное приложение. Так. Запускаем там, где у нас мобильная разработка. У нас идет разработка мобильного приложения по ExpoGo, и я хочу, чтобы ты загрузил реальный сервер ExpoGo для того, чтобы я мог, находясь в той же Wi-Fi сети, что и сервер, зайти и на мобильном устройстве оттестировать, что получается. Какая реализована логика? Ты находишься внутри терминала PageArm, и у меня операционная система Windows, где установлен Android Studio и создан какое-то мобильное устройство виртуальное, где я хочу установить ExpoGo и оттестировать, что приложение работает и запускается. Мне нужен конечный, точный адрес, который надо ввести в ExpoGo. Не давай мне какие-то там задания, чтобы я зашел, там что-то ввел в командную строку. Все дай, все сделай. Если ты не можешь прочитать QR-код, который там генерируется, то просто прочитай QR-код и выведи мне его текстом. Вот, я уже знаю, как он будет пытаться отказывать мне в выполнении. Поэтому я сразу делаю на опережение. Ну, давайте развернем это так вот, чтобы мы видели и то. Здесь мы создаем виртуальную мобилку, и мы ее запустим. Потому что Android Studio у нас установлен. А здесь мы уже готовим базу для тестирования в ExpoGo. Ну, благодаря тому, что у нас экран разделен на две половинки, то мы всегда видим уведомления от каждого из терминалов. Так, какие-то ошибки у нас тут выскакивают. Но, во всяком случае, мы видим, что он создает Pixel 9 Android 16. Хорошее название, сразу видно модель телефона и модель Android. Мне нравится.
Так, это похоже, что идет уже эмуляция. Давайте кликнем сюда. Я не до конца вижу экран. Вроде бы что-то появилось, но оно как-то не до конца. Вроде бы там загружается. Я не знаю, почему оно в таком виде, что оно там сбоку. Но вот эти вот визуализации загрузки, это достаточно обнадеживающе для меня. Я пытался найти, может быть, есть какая-то кнопка «Перетянуть», когда верстка слишком выехала куда-то. Хотя мы можем сделать вот так вот, тыкнуть Windows вверх. Оно еще, может быть, не загрузилось. Тогда должно переместиться по центру и на весь экран. Тогда у нас появится доступ к элементам управления, которые будут там справа вверху. Потому что есть ощущение, что центровка где-то за пределами видимости экрана справа находится. Давайте посмотрим, что у нас по производительности. Насколько загружен компьютер. Это запись. Фактически Android не так уж что-то нам и загружает. Да практически ничего не грузит. Давайте глянем Power Usage. Может быть, вот это процесс 11, ну там до 15 процессора и там до 10% видео. Ну, достаточно скромно. И активно вроде бы что-то там происходит. Давайте скажем, что загрузка не происходит до конца. Давайте надиктуем больше контекста. Что я вижу на своем экране? На своем экране в правой части экрана я вижу вроде бы, что начинает загружаться буква G, потом идут элементы визуализации, как будто бы что-то крутится, но ничего не происходит. Есть ощущение, что идет постоянная перезагрузка загрузки мобильного устройства виртуального. То есть вроде бы все начинается, останавливается где-то через 3 секунды и перезапускается полная чистая запуск мобильного устройства. Посмотри, что там так, что там не так, и сделай правильно. Пам-па-пам. Так, ну давайте вначале, пока он там думает, мы попробуем натыкать самостоятельно. Создадим проект какой-нибудь. Давайте Android там 16 пусть будет. Так.
Exclude folder, да. А тут где-то было создание... он в процессе занимается. Что у нас там? Ну, пока думает. Пока думает, мы тут вручную будем делать то же самое. А то вы, наши зрители, мне говорите о том, что я иногда через искусственный интеллект делаю то, что руками сделать быстрее можно. Ну, окей, давайте будем параллельно и руками делать. Device Manager. Вот он, наш созданный пиксель. Загрузка. А вот это устройство, это, я думаю, то, через которое я сейчас делаю вам видеотрансляцию. А сейчас какие-то импорты там происходят, поэтому, в принципе, я не думаю, что можно как-то тут активненько вклиниться. Да, вот написано это виртуально, это физически. Продолжается тут какая-то установка, так что... Так, а здесь вроде бы загрузка какая-то пошла. То есть уже загружается чуть-чуть дальше, но все равно останавливается. Режим Agent Mode now available. Я так понимаю, что это нам продают Gemini. Нет, это... Ну, наверное, да. Так, хорошо. Давайте попробуем натыкать сюда наше новое устройство, и, может быть, мы через UI-интерфейс настроим все правильно. Create Virtual Device. Ну, давайте... Тут только пиксели, да? Давайте Pixel 10 Pro XL. Пусть он будет у нас на... Ну да, пусть на 17-й андроиде. Нажимаем Finish. Загрузить 2,2 гига, да? Может быть, он все натыкал и насоздавал, но ему не предложило загрузить саму загрузочную вот эту вот базу данных, SDK или что он там, zip-архив. И действительно, может быть, вручную, через вот уже такую авторитетную оболочку, получается без глюков, без багов, а через искусственный интеллект и через командную строку, может быть, действительно пока что как-то с сложностями. Так, что сделано? Скачал, принял, скачал, создал, первый запуск упал, перезапустил.
продолжается авторебут. То есть он не знал, что не получилось. Он что-то попробовал, но у него не получилось. Так, здесь мы нажимаем финиш. 2 гига мы скачали. Вот это то, что мы запустили. Ну, точнее, то, что создали через интерфейс. И пока здесь мы не нажимаем ни да, ни нет, мы здесь нажимаем play. И, может быть, этот эмулятор у нас поднимется более-менее адекватно и сразу. А здесь идет процесс загрузки. Давайте вот этот вот остановим. Чтобы они как-то не конфликтовали. Я не помню, можно ли там сразу несколько устройств. А здесь у нас устройство сгенерировалось корректно и успешно. Так, давайте здесь тогда посмотрим, что у нас в PyCharm было. Ну нам вначале надо загрузить ExpoGo. Давайте эту установку тогда отменим и скажем, что возможно ли на эмуляции в Android Studio установить ExpoGo без того, чтобы я заходил на виртуальное устройство и залогинивался через свой реальный Gmail аккаунт? Может быть, можно какую-то APK-шку скачать и туда загрузить? Есть ли у тебя такая возможность? Если да, то найди Android Pixel 10 и в него установи ExpoGo. Все равно я хочу через искусственный интеллект хотя бы туда ExpoGo установить. А как обычно можно сделать, если по-простому? По-простому можно провести вот так вот вверх. Так. Ну да, тут можно не проводить вверх, вот. Android. И здесь можно sign in, просто залогиниться с вашими учетными записями, найти ExpoGo и установить его. Просто у меня там начнет там всякие двухфакторные аутентификации просить, надо будет видео останавливать для залогинивания просто. Так что если он сможет установить сразу ExpoGo без необходимости туда заходить, то сейчас попробуем это сделать. Я пытаюсь тянуть снизу вверх, и оно, по идее, должно закрывать. У меня не получается. Ладно, тогда тоже ищем последнюю версию ExpoGo через страницу. Ага, то есть он все-таки... Во-первых, он на Pixel 9 пытается установить. Только не на... на Pixel 10 пока нет SDK.
Ага, окей. Хорошо, тогда мы просто регистрируемся здесь, прерываю запись и все-таки сделаем по-старому дедовским методом. В общем, наверное, не зря отдельные пользователи меня критикуют, что где-то я делаю слишком много действий через искусственный интеллект, а вручную это выходит быстрее сделать. Ну, окей, ладно. Будем делать выводы. Прошел двухфакторную аутентификацию, сейчас пытаюсь залогиниться внутрь, а вот уже вроде бы получается. Don't backup. Начать. Пытается установить все приложения. И запрашивает все те же самые моменты, которые... Так, давайте посмотрим. Так, ну тут показывает пароль, поэтому надо опять остановить запись. У меня запросил пароль для покупок, и мы видим обычный вот наш магазин. И ищем здесь ExpoGo или что, как он там. ExpoGo. Давайте я включу отображение клавиш. Install. Устанавливаем эту программку для виртуализации. И Open. Ввести вручную и попробуем подтянуть вот этот вот. Интересно, что для Android эмулятора другой адрес. Ну, на самом деле классно работает с ИИшкой. Connect. И вот мы видим наше приложение. Все получилось и все загрузилось. Тест пройден. И дальше уже можно возвращаться к мобильной разработке. Я вас поздравляю. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте палец вверх. Пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо, что подписались. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаете. Мне это очень приятно. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте отличные продукты. Смотрите наш канал, повышайте IT-насмотренность.